Урок 1. Потерянный пакет. Привет, Анна. Раньше у меня было немного неприятно. А нет, что произошло? Я заказал что-то онлайн, но посылка так и не дошла. Мне пришлось пойти в службу поддержки клиентов, чтобы сообщить об этом. Это так раздражает. Удалось ли им найти для вас пропавшую посылку? К сожалению, нет. Они сказали, что проведут расследование, но не было никакой гарантии, что я получу свой товар. Очень жаль. Ненавижу, когда такое случается. Работа с потерянными посылками может быть такой головной болью. Расскажите мне об этом. Так неприятно, когда что-то, чего ты ждешь, так и не появляется. Абсолютно. Надеюсь, они смогут найти его для вас или, по крайней мере, вернуть деньги. Я тоже. Просто обидно, когда простой онлайн-заказ превращается в это тяжелое испытание. Урок 2. Утренний звонок для пробуждения. Доброе утро, Анна. Вы слышали пение птиц на улице? Это как тревожный звонок для чувств. Да, мне нравится это чувство. Свежий воздух и естественные звуки действительно заряжают меня энергией по утрам. Я тоже. Это идеальный способ начать день правильно. Абсолютно. Я считаю, что это поднимает мне настроение и помогает лучше сосредоточиться в течение дня. Согласовано. Утренняя рутина может задать тон на весь день. Определенно. Кстати говоря, у вас была возможность попробовать новое место для завтрака, о котором мы говорили. Я так и сделала. Еда была очень вкусной, а атмосфера была очень расслабляющей. Замечательно, я рада, что вам понравилось. Скоро нам придется пойти вместе. Похоже на план. Я с нетерпением жду этого. Урок 3. Дорогой роскошный автомобиль. Привет, Анна. Вы слышали о новом роскошном автомобиле, который стоит почти 20 тысяч долларов на покупку и 4 тысячи долларов в год на обслуживание? Ух ты, это очень дорого. Не могу себе представить, что я так много потрачу на машину. Знаю, верно. Наверное, это невероятный способ оправдать такие затраты. Определенно. Какие функции делают его таким дорогим? Что ж, судя по тому, что я прочитал, он отличается высочайшей производительностью, передовыми технологиями и роскошными материалами интерьера. Похоже, он нацелен на очень специфический рынок высокого класса. Интересно, сколько людей на самом деле могут позволить себе такую машину? Наверное, не так уж много. Это автомобиль, который скорее символ статуса, чем практичный повседневный автомобиль. Думаю, если у вас есть свободные деньги, это может быть забавная игрушка. Но я думаю, что я выберу что-то более доступное для моего ежедневного водителя. Да, я тоже. Я бы предпочла вложить такие деньги в качестве первоначального взноса за дом или накопления на пенсию. Урок 4. Время от времени индульгенция. Привет, Анна. Я хотела спросить тебя о твоей недавней поездке в Грецию. Как все прошло? А, это было потрясающе. Я прекрасно провела время, путешествуя по стране.
Приятно это слышать. Что стало самым ярким событием вашей поездки? Должен сказать, что еда, безусловно, была изюминкой. Мы попробовали множество традиционных греческих блюд, таких как сувлаки и пахлава. Звучит очень вкусно. Мне всегда хотелось попробовать настоящую греческую кухню. Это было просто чудесно. Я не могла насытиться насыщенными вкусами и свежими ингредиентами. Могу себе представить. Итак, занимались ли вы какими-либо другими видами деятельности или осматривали достопримечательности, пока вы там были? Конечно. Мы посетили древние руины, прогулялись по очаровательным деревням и даже совершили прогулку на лодке по островам. Ух ты, похоже, ты собрал много вещей в поездке. Уверен, это был невероятный опыт. Урок 5. Как избежать большой суеты? Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о том, что произошло на работе на днях. В чем дело? Ну, вы знаете тот большой проект, над которым мы работали последние несколько месяцев. Ага, именно из-за этого все очень заняты, верно? Именно так. Итак, на днях я допустил небольшую ошибку в одном из результатов, и мой начальник заметил это. Нет, я могу себе представить, что это было напряженно. Что произошло? Что ж, в том-то и дело, мой босс не придал этому никакого значения. Они только что вскользь сказали мне об этом и дали мне шанс все исправить. Это хорошо, верно. Я имею в виду, что могло быть намного хуже. Да, именно так. На самом деле я был немного удивлен, что они не стали больше об этом суетиться. Урок 6. Принятие конструктивных отзывов. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о том, что произошло на работе на днях. В чем дело? Ну, вы знаете тот большой проект, над которым мы работали, верно? Мой начальник дал мне некоторые отзывы о моей части работы. Понимаю. Это был отрицательный отзыв. Не совсем так. Это была более конструктивная критика, чем что-либо еще. Хорошо. Это хорошо. Как вы это восприняли? Честно говоря, сначала меня это не обрадовало. Мне хотелось просто отмахнуться от этого. Я могу это понять. Получить обратную связь, даже если она конструктивная, не всегда просто. Именно так. Но потом я поняла, что мой начальник просто пытается помочь мне совершенствоваться и делать все возможное. Урок 7. Беседа о технологиях. Привет, Анна. Вы слышали о последних достижениях в области информационных технологий? Нет, у меня нет. Что нового в мире информационных технологий? Что ж, использование искусственного интеллекта действительно набирает обороты. Он применяется во всех отраслях промышленности. Это очень интересно. Как можно использовать искусственный интеллект для улучшения нашей повседневной жизни? Искусственный интеллект может автоматизировать множество задач, экономя время и силы. Он также может предоставлять персонализированные рекомендации и помощников. Ого, звучит очень полезно. Какие еще области ИТ развиваются?
Облачные вычисления – еще один важный тренд. Это позволяет нам получать доступ к данным и приложениям из любого места. Это отлично подходит для удаленной работы и совместной работы. Как насчет кибербезопасности? Соответствует ли это изменениям? Определенно. Достижения в области шифрования и обнаружения угроз крайне важны, поскольку мы все больше полагаемся на цифровые технологии. Урок 8. Список покупок. Привет, Анна. Нам нужно забрать несколько вещей из магазина. Хорошо, что в списке? Нам нужно купить свечи для дома. Хорошая идея. В гостиной не помешало бы создать атмосферу. И, наверное, нам тоже стоит взять с собой продукты. Возможно, свежие продукты и, может быть, закуски. Звучит неплохо. Нам следует составить полный список покупок, чтобы ничего не забыть. Хорошо, давайте посмотрим. Свечи, фрукты и овощи и несколько угощений. Что еще вы можете придумать? Может, бумажные полотенца и туалетная бумага. И не забудьте мороженое. Понял, мороженое точно. Хорошо, давайте пойдем в магазин и займемся этим списком. Урок 9. Планы путешествий. Привет, Анна. Ты уже решила, куда хочешь поехать в отпуск? Что ж, я подумала, что на этот раз мы могли бы съездить куда-нибудь в тропическое место. Что скажешь? Звучит как отличная идея. Вы сузили список до каких-либо конкретных направлений. Пока нет, но я рассматривал несколько вариантов. Какие занятия вас интересуют? Мне бы очень хотелось заняться сноркелингом и познакомиться с местной культурой. Возможно, мы сможем найти место с прекрасными пляжами и множеством пешеходных троп. Звучит отлично. Я начну исследовать некоторые острова, соответствующие этим критериям. Отлично. Мне не терпится увидеть, что вы придумаете. Просто дайте мне знать, если вам понадобится помощь в планировании. Сгодится. Я буду держать вас в курсе моих выводов. Звучит неплохо. Я с нетерпением жду начала планирования отпуска нашей мечты. Урок 10. Бронирование отелей. Доброе утро, Анна. Вы добились прогресса в бронировании нашей поездки. Да, думаю, я нашла для нас идеальный курорт. Хотите, чтобы я вам это организовал? Конечно, я могу организовать это для вас. Хотите номер с прекрасным видом? Это было бы потрясающе. Номер с видом на океан был бы моим лучшим выбором. Хорошо, давайте посмотрим, что есть в наличии. Как насчет этого? Отсюда открывается невероятный вид на пляж. Звучит прекрасно. Забронируйте эту. Я с нетерпением жду этой поездки. Отлично, все готово. Теперь нам просто нужно выяснить детали нашего рейса, и мы будем готовы к поездке. Отлично. В следующий раз я начну работать над рейсами. Это будет такой чудесный отпуск. Я согласен. Не могу дождаться, когда смогу отдохнуть с тобой на пляже. Урок 11. Стратегия контент-маркетинга.
Доброе утро, Анна. Я обдумывал наш маркетинговый план по запуску нового продукта. А. Что вы имели в виду? Думаю, нам также следует сосредоточиться на контент-маркетинге. Это помогает создать наш бренд и привлечь потенциальных клиентов. Это хорошие замечания. Какой контент вы имели в виду? Что ж, мы могли бы создать несколько обучающих постов в блогах, видеороликов и постов в социальных сетях, чтобы продемонстрировать функции и преимущества продукта. Мне нравится эта идея. Это поможет нам стать отраслевыми экспертами и завоевать доверие аудитории. Именно так. И мы можем использовать контент для привлечения трафика на наш сайт и привлечения потенциальных клиентов. Похоже на солидный план. Я начну мозговой штурм некоторых идей по контенту, которые мы могли бы реализовать. Отлично. Давайте планируем продолжить обсуждение позже на этой неделе. Думаю, такой подход действительно поможет ускорить наш запуск. Урок 12. Скидки на покупки в интернете. Привет, Анна. У тебя была возможность ознакомиться с теми скидками на продукты, которые мы обсуждали. Да, у меня есть. Я нашел несколько интернет-магазинов, предлагающих отличные предложения. Отлично. Именно на это я и надеялся. Что вы нашли? Что ж, есть один розничный торговец, предлагающий скидку 20%, если мы покупаем товары оптом. А у другого идет сезонная распродажа. Похоже на план. Мы определенно можем воспользоваться этими скидками. Абсолютно. Я сделаю заказ на оптовые товары, чтобы сэкономить 20%. Идеальный. Мы также можем проверить веб-сайт другого магазина на предмет дополнительных скидок. Отличная идея. Я посмотрю, есть ли другие скидки, которые мы можем добавить к распродаже. Похоже на солидный план. Сообщите мне, что вы нашли, и мы завершим заказ. Урок 13. Подготовка проездных документов. Доброе утро, Анна. Вы разобрались с необходимыми проездными документами для нашей поездки. Да, у меня есть. Я позаботился о продлении наших паспортов и получении виз. Отлично. Это на одно меньше поводов для беспокойства. Вы также изучили другую необходимую документацию. Хорошие замечания. Мне нужно будет проверить, нужны ли нам дополнительные формы или разрешения на запланированные нами мероприятия. Определенно. Очень важно, чтобы перед отъездом все было в порядке. Абсолютно. Я составлю контрольный список всех необходимых проездных документов и позабочусь о том, чтобы они были готовы к отправке. Похоже на план. Сообщите мне, если вам понадобится помощь в поиске или заполнении любой из этих форм. Сгодится. Благодарю вас за то, что вы внимательно следите за деталями. Эта поездка будет потрясающей. Я согласен. Мне не терпится познакомиться с культурой и природной красотой нашего места назначения. Урок 14. Сострадательные консерваторы. Привет, Анна. Вы слышали, что бывший президент Буш еще в 2000 году называл себя сострадательным консерватором? Интересно,
Я этого не знала. Как вы думаете, что он имел в виду? Насколько я понимаю, именно так он и сказал, что хочет сочетать традиционную консервативную политику с более чутким и заботливым подходом. Понимаю. Поэтому он пытался привлечь более широкий круг избирателей, показав, что он не просто типичный консерватор, придерживающийся жесткой линии. Именно так. Он хотел показать, что ему не безразличны социальные проблемы и помощь людям, а не только снижение налогов и регулирование. Это довольно продуманный политический ход. Обращение к эмоциям людей может быть эффективным способом заручиться поддержкой. Абсолютно. Хотя, конечно, было много споров о том, действительно ли он управлял страной как настоящий сострадательный консерватор, вступив в должность. Верно, как говорится, в пудинге есть доказательства. Давать предвыборные обещания легко, но управление — это совсем другое дело. Совершенно верно. Думаю, нам придется оставить на усмотрение историков анализ его наследия на этом фронте. Урок 15. Сюрприз с бесплатной доставкой. Привет, Анна. Вы слышали о предложении бесплатной доставки в течение первых 3 месяцев. Это довольно приятная сделка. Да, я так и сделала. Я действительно подумываю воспользоваться этим. Это сэкономит мне много денег на моих онлайн-заказах. Абсолютно. А бесплатная доставка очень удобна. Вам не кажется? Не нужно беспокоиться о дополнительных расходах при оформлении заказа. Определенно. Это отличный стимул делать больше покупок в интернете. Я уже планирую свои следующие несколько заказов, чтобы максимально использовать бесплатную доставку. То же самое и здесь. Пока действует предложение, я буду запасаться некоторыми предметами первой необходимости. На самом деле, это совсем не сложно. Абсолютно. Это такой умный маркетинговый ход компании. Они действительно вознаграждают своих постоянных клиентов. Да, от этого выигрывают все. Клиенты экономят деньги, и компания, вероятно, увеличивает продажи в течение первых нескольких месяцев. Именно так. Я рада, что они предлагают эту акцию. Это делает покупки в интернете еще более привлекательными. Я тоже. Это та сделка, которая действительно может заставить клиентов возвращаться к нам снова и снова. Я определенно приглашаю их на это. Урок 16. Развлечения в первый день. Привет, Анна. Как прошел твой первый день в новой школе? Я слышала, что вы прекрасно провели время. А, это было потрясающе. В первый день мне было очень весело. Учителя были очень гостеприимны, а остальные ученики были очень дружелюбны. Приятно это слышать. Какая часть дня была лучшей? Что ж, у нас было очень веселое занятие, когда учитель прочитал нам историю, а затем мы сыграли в несколько игр, связанных с ней. Это был отличный способ познакомиться со всеми. Ах, звучит как прекрасное занятие на ледоколе. Игры и сюжет. Отличное сочетание. Определенно. Мне понравилось, насколько это было интерактивно и увлекательно. Это действительно помогло мне чувствовать себя комфортно и с нетерпением ждать оставшейся части учебного года. Это так здорово. Всегда важно иметь положительное первое впечатление, особенно когда вы начинаете что-то новое. Абсолютно. И учитель позаботился о том,
чтобы все чувствовали себя вовлеченными и вовлеченными. Это была просто очень веселая и гостеприимная атмосфера. Я очень рада это слышать. Похоже, у тебя отличный старт в новой школе. Урок 17. Покупки без проблем. Привет, Анна. Мне нужно сегодня пойти за покупками. Можете ли вы мне в этом помочь? Конечно, Джон. Что тебе нужно купить? Я ищу новую рубашку и продукты. Я хочу убедиться, что ничего не забуду. Хорошо, дайте мне список, и я помогу вам все запомнить. Отлично. Мне нужна голубая рубашка, немного яиц, хлеба и свежих продуктов. Звучит неплохо. Если хотите, я могу пойти с вами, чтобы не пропустить все, что вы можете пропустить. Это было бы круто. Спасибо. Я очень признателен за помощь. Совсем без проблем. Просто дайте мне знать, когда будете готовы идти, и мы сможем отправиться в путь. Замечательно. Я буду готова через 10 минут. С тобой рядом будет очень легко. Урок 18. Кулинарное приключение. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала приготовить суши дома? Нет, у меня нет. Я всегда хотела учиться, но мне кажется, что все так сложно. На самом деле все не так сложно, как кажется. В прошлые выходные я сделал кое-что, и получилось отлично. В самом деле, какие ингредиенты вы использовали? Я бы с удовольствием сам попробовал. Что ж, вам понадобится рис для суши, листы нори и начинки на ваш выбор. Я использовала авокадо, огурец и вареные креветки. Звучит очень вкусно. Я проголодался от одной мысли об этом. Откуда у тебя припасы? Я нашла все в местном азиатском продуктовом магазине. У них был отличный выбор предметов первой необходимости для приготовления суши. Приятно это знать. Мне придется все проверить. Есть ли у вас какие-либо советы начинающему шеф-повару по приготовлению суши, как я? Абсолютно. Начните с риса. Обязательно приправьте его правильно. Не спешите раскатывать суши. Для этого нужно немного потренироваться, но как только вы освоитесь, вы получите истинное удовольствие. Урок 19. Канадцы за рубежом. Доброе утро. Анна, вы слышали последние новости о поездках канадцев за границу? Нет, что происходит с канадцами, путешествующими за границу? Судя по всему, несмотря на прекращение государственной программы, многие канадцы по-прежнему предпочитают путешествовать за границу. Это интересно. Я думала, что окончание программы оттолкнет канадцев от поездки за границу. Можно так подумать, но, похоже, многие канадцы все еще осмеливаются исследовать другие страны. Интересно, что побуждает их продолжать путешествовать, даже без государственной поддержки. Возможно, им просто очень нравится смотреть на мир, или они нашли способы заставить его работать с финансовой точки зрения. Это хорошее замечание. У некоторых канадцев, возможно, есть возможность путешествовать самостоятельно, даже не участвуя в программе. Именно так. Это просто говорит о том, насколько полны решимости некоторые канадцы познакомиться с другими культурами.
Урок 20. Взгляд учителя. Привет, Анна. Чем ты занимаешься на работе? Я работаю учителем в местной школе. Как насчет тебя? В чем заключается твоя работа? Отлично. Преподавание– очень важная и полезная профессия. На самом деле я работаю в той же школе, что и ты. А, это замечательно. Чем вы там занимаетесь? Я тоже один из учителей. Было очень приятно работать со студентами и преподавателями. Это так приятно слышать. Иногда преподавание может быть сложным, но когда вы видите, как ученики прогрессируют, оно приносит невероятное удовольствие. Абсолютно. Мне нравится иметь возможность оказывать положительное влияние на жизнь молодых людей, с которыми мы работаем. Я тоже. Радость наблюдать за тем, как они учатся и растут. Вот почему все это стоит того. Не могу не согласиться с этим. Для меня большая честь участвовать в их образовательном путешествии. Урок 21. Планирование отдыха. Привет, Анна. Ты подумываешь о том, чтобы в ближайшее время спланировать небольшой отпуск? Отличная идея, Джон. Я давно хотел совершить небольшое путешествие, чтобы зарядиться энергией. Вы имеете в виду какое-то конкретное место? Я думала о каком-нибудь расслабляющем месте, может быть, в уютном домике в горах или в пляжном городке. Звучит прекрасно. В горах может быть действительно спокойно, с чистым воздухом и прекрасными пейзажами. Именно так. Или причудливый пляжный городок может стать идеальным местом для отдыха и релаксации. Хм, оба варианта звучат привлекательно. Как вы думаете, что будет для вас самым омолаживающим? Знаете, я в некотором роде склоняюсь к идее пляжа. Мне бы не помешало провести время у океана, слушая волны. Отличный выбор. Шум волн и соленый воздух могут так успокаивать. Определенно. Кроме того, я мог бы отправиться в легкий поход или даже просто почитать книгу на пляже. Урок 22. Составление планов на субботу. Привет, Анна. Мы все еще готовы к субботним планам. Абсолютно. Суббота была бы идеальной для меня. Отлично. Я нарисую карандашом. Какое время вам больше подходит? Как насчет 3 часов дня? На это у нас должно быть достаточно времени. 3 часа дня звучит идеально. Я обязательно вычеркну свое расписание. Замечательно. Я с нетерпением жду этого. Я тоже. Было бы здорово встретиться с вами лично. Определенно. Мне есть о чем рассказать вам. Отлично. Мне не терпится все об этом услышать. Урок 23. Обсуждение влияния искусственного интеллекта. Здравствуйте, Анна. Вы следите за последними достижениями в области искусственного интеллекта. Да, это было очень увлекательно. Влияние на различные отрасли действительно впечатляет. Абсолютно. Я читал о том, как искусственный интеллект революционизирует все, от здравоохранения до производства. Определенно. Эффективность и точность, которые предлагает искусственный интеллект,
действительно кардинально меняют мир. Конечно. Мне также интересно узнать ваше мнение об этических последствиях искусственного интеллекта. Отличное замечание. Конечно, есть проблемы, которые нам необходимо решить, например, обеспечить прозрачность и беспристрастность искусственного интеллекта. Именно так. Крайне важно найти правильный баланс между инновациями и ответственным развитием. Полностью согласен. Это захватывающий, но сложный ландшафт, по которому нам нужно тщательно ориентироваться. Хорошо сказано. Я рад, что мы едины во мнении о важности этой темы. Урок 24. Раскройте свой творческий потенциал. Привет, Анна. Пробовала ли ты в последнее время какие-либо новые методы для развития творческих способностей? Знаете, у меня есть. Я экспериментировала с различными упражнениями на осознанность, и они мне очень помогли. Приятно это слышать. В наши дни очень важно задействовать нашего внутреннего новатора. Определенно. Я вижу, что когда я нахожу время на то, чтобы успокоиться, идеи начинают поступать более свободно. Абсолютно. Какие еще методы вы сочли эффективными? Что ж, я также стараюсь разнообразить источники входных данных, например, читать за пределами привычных жанров. Ах, это отличный совет. Знакомство с новыми перспективами действительно может пробудить творческий потенциал. Именно так. Это помогает нам избавиться от привычного образа мышления. Прекрасные идеи. Некоторые из них я обязательно попробую сам. Урок 25. Фейерверк в звездную ночь. Привет, Анна. Ты вчера вечером видела фейерверк? Я так и сделала. Это было просто потрясающе, особенно с ясным ночным небом. Согласен, фейерверк действительно взорвался из-за темноты. Цвета были такими яркими. Определенно. Есть что-то волшебное в том, чтобы смотреть фейерверки на черном фоне. Абсолютно. То, как они освещают все небо, просто завораживает. Определенно. Мне также нравится, что громкий звук добавляет азарта. Абсолютно. Весь этот опыт просто захватывает и внушает трепет. Не могу не согласиться с этим. Это идеальный способ завершить летний вечер. Конечно. Жаль, что я не могу чаще смотреть такие фейерверки. Урок 26. Обращение за помощью. Анна, думаю, нам нужно обратиться за помощью. Этот человек выглядит раненым. А нет, вы правы. Я немедленно вызову скорую помощь и полицию. Хорошо, хорошо. Я проверю их и посмотрю, нужна ли им немедленная помощь. Понял. Я останусь здесь и сообщу экстренным службам все подробности. Спасибо, спасибо, что вы позаботились об этом. Надеюсь, с ними все в порядке. Я тоже. Дайте мне знать, могу ли я еще чем-нибудь помочь. Сгодится. Я посмотрю, смогу ли я оказать первую помощь,
пока не приедут специалисты. Звучит неплохо. Отсюда я буду внимательно следить за ситуацией. Отлично, ты спасатель. Я рад, что мы пришли, чтобы помочь. Урок 27. День в колониальном Бостоне. Привет, Анна. Вы знали, что Бенджамин Франклин родился в Бостоне в 1706 году? В самом деле, я и не знала, что он бостонец. Какой была там жизнь в те времена? Что ж, это был оживленный портовый город, но при этом довольно причудливый. Улицы были узкими, с деревянными зданиями и конными экипажами. Увлекательно. Бьюсь об заклад, культура была совсем другой, чем сегодня. Чем люди тогда занимались для развлечения? Им нравились спектакли, концерты и общение в кофейнях. Сам Франклин даже в юности был настоящим изобретателем. Ах да, я слышал о его ранних экспериментах с электричеством. Он действительно был замечательным человеком. Абсолютно. Бостон начала 1700-х годов, должно быть, был интересным местом, полным новых идей и открытий. Мне бы очень хотелось приехать и понять, каково было тогда. Наверное, он сильно отличался от современного города. Я тоже. Прогулка по этим колониальным улицам все равно, что перенестись в прошлое. Урок 28. Решение технических проблем. Привет, Анна. Вы слышали о технических сбоях в офисе? Некоторые сотрудники обеспокоены потенциальными рисками. Я так и сделала. У меня была небольшая головная боль, но я рад, что команда работает над решением проблем. То же самое и здесь. Я просто надеюсь, что они смогут исправить это без особых помех в нашей повседневной работе. Определенно. Моральный дух сотрудников очень важен, поэтому я рад, что руководство активно решает эти проблемы. Абсолютно. Я думаю, что четкая коммуникация со стороны руководства сыграет ключевую роль в информировании и успокоении всех. Хорошие замечания. В таких ситуациях прозрачность и открытый диалог могут иметь большое значение. Именно так. Уверен, что мы справимся с этой задачей, если будем работать вместе и сосредоточиться на решениях. Я тоже. Я уверен, что при правильном подходе мы сможем превратить эту задачу в возможность улучшить наши системы и процессы. Отличная перспектива. Я рад, что у нас есть команда, которая готова решить эту проблему в лоб. Урок 29. Сохраняйте мотивацию. Ух ты, Анна, меня очень впечатлило то, как ты сосредоточилась на своей цели, несмотря на трудности. Спасибо, Джон. Это было непросто, но я очень старался следить за призом и не унывать. Это круто. В чем секрет вашей мотивации? Что ж, мне было полезно разбить мою большую цель на более мелкие и выполнимые шаги. Таким образом, я смогу отпраздновать прогресс, достигнутый на этом пути. Это отличная стратегия. И есть ли у вас другие советы, которыми вы хотели бы поделиться? Дай мне подумать. Я бы также сказала, что для меня было очень важно окружить себя людьми,
поддерживающими меня, которые помогут мне двигаться дальше. Абсолютно. Наличие такого положительного подкрепления может иметь огромное значение. Определенно. И не забывайте делать перерывы и заниматься любимым делом. Все дело в том, чтобы найти этот баланс. Мудрое слово. Мне придется помнить об этом, когда я работаю над достижением своих целей. Урок 30. Уютный домашний офис. Привет, Анна. Вы работали над какими-нибудь забавными идеями декора для своего домашнего офиса? Знаете, у меня есть. Я стараюсь сделать это место действительно уютным и комфортным. Приятно. О каких вещах вы думали? Что ж, мне определенно нужно удобное кресло, в которое можно было бы погрузиться. Возможно, что-нибудь с небольшой дополнительной обивкой. Звучит отлично. У меня все точно так же. Мне нужен стул, который поддержит мою спину. Именно так. И я тоже рассматривал растения и произведения искусства, чтобы оживить пространство. Растения. Отличная идея. Они действительно могут добавить немного жизни и индивидуальности. Абсолютно. И я подумываю о том, чтобы купить хороший коврик, чтобы связать всю комнату. То же самое и здесь. Я хочу что-то одновременно стильное и практичное. Понимаете? Урок 31. Кулинарные эксперименты. Поцарапай это, Анна. Попытка приготовить это сложное блюдо, о котором вы упомянули, звучит слишком сложно для моих кулинарных навыков. Ха-ха, я тебя слышу. Как насчет того, чтобы вместо этого попробовать что-то более простое и вкусное? У меня все уши. Что вы имели в виду? Что ж, я нашла в интернете этот очень простой рецепт блюда из курицы и овощей на одной сковороде. Выглядит очень вкусно и довольно надежно. Звучит неплохо. Я всегда готов к легкой и здоровой еде. Отлично! Я могу выслать вам рецепт, если хотите попробовать. Это было бы здорово. Спасибо. Меня вдохновляет небольшой кулинарный эксперимент. Замечательно. Уверена, все получится отлично. Дайте мне знать, если вам понадобятся какие-либо советы или рекомендации по мере приготовления. Сгодится. Я ценю поддержку. Иногда приготовление пищи может стать настоящим приключением. Урок 32. Ремонт гостиной. Привет, Анна. Я подумываю о косметическом ремонте своей гостиной. Пришло время перемен. Звучит захватывающе. Какой новый декор вы имели в виду? Я пока не уверена. Я надеялся, что вы подскажете мне несколько идей. Я хочу сделать его более современным и уютным. Свежий слой краски может иметь большое значение. Возможно, хороший нейтральный тон, такой как серый или бежевый, будет отлично смотреться. Неплохая идея. Я также подумывал купить новую мебель. Возможно, удобный секционный диван. Секция идеально подойдет для отдыха. А еще можно добавить несколько разноцветных декоративных подушек, чтобы оживить обстановку. Хорошие замечания. И я подумывал купить большой коврик,
который бы действительно закрепил пространство. Определенно, это прекрасно объединит всю комнату. И несколько новых ламп добавят прекрасной атмосферы. Отличные предложения. Я уже черпаю вдохновение. Это будет интересно собрать. Урок 33. Энергетический ландшафт Техаса. Привет, Анна. На днях я читала об энергетическом ландшафте Техаса. Знаете ли вы, что добыча нефти в этой стране по-прежнему является крупной отраслью? Правда. Я знал, что Техас славится нефтью, но не знал, что Техас по-прежнему играет такую крупную роль. Да, очевидно, это третий по величине источник энергии в штате после природного газа и возобновляемых источников. Интересно, я бы догадался, что нефть по-прежнему на первом месте. Какие еще самые популярные источники энергии в Техасе? Что ж, природный газ является крупнейшим газом, на его долю приходится более 40% производства энергии в штате. А возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, быстро растут. Ух ты! Это настоящий сдвиг. Думаю, Техас действительно в восторге от перехода на более чистые источники энергии. Определенно. В частности, они стали лидером в ветроэнергетике. Но нефть по-прежнему занимает важное место в этой отрасли. Вполне логично, что Техас хотел бы сохранить эту отрасль, учитывая ее долгую историю. А как насчет таких вещей, как компьютеры и другие высокотехнологичные продукты? Хорошие замечания. Техас на самом деле также является крупным центром технологических компаний, а такие места, как Остин и Даллас, являются крупными технологическими центрами. Урок 34. Планы ужина. Привет, Анна. Хочешь пойти поужинать завтра вечером? Конечно, звучит отлично. Во сколько вы думали? Как насчет 7 часов вечера? Я давно хотела попробовать новое итальянское заведение. Звучит неплохо для меня. Я хочу съесть пасту. Потрясающе! Я забронирую столик и вышлю вам детали. Отлично. Я с нетерпением жду этого. Это будет приятное отличие от приготовления пищи дома. Определенно. Вечерний отдых станет отличным отдыхом. Определенно. Не могу дождаться. Я тоже. Это будет весело. Урок 35. Голос ангела. Привет, Анна. Ты слышала, что твоя любимая певица написала рассказ о своей жизни для всех своих поклонников? Нет, я этого не сделала. Это потрясающе. Как называется книга? Она называется «Голос ангела. Моя жизнь». Ух ты! Это такое прекрасное название. Мне не терпится прочитать его и узнать больше о ее путешествии. То же самое и здесь. Уверена, это будет увлекательное чтение. Я согласен. Она всегда вдохновляла как своей музыкой, так и своей историей. Определенно. Эта книга обязательно станет настоящим праздником для ее поклонников. Абсолютно. Я закажу копию, как только смогу. Отличная идея. Уверен, это будет бестселлер.